Приветствую любителей турбореактивной тяги. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вторая серия про вот этот необычный газотурбинный и, я надеюсь, адски мощный двигатель. Сегодня мы, скорее всего, жидкого на нем давать не будем, но постараюсь сделать очень информативный обзорчик, уже более полный. Мы таки выяснили, как он называется. Это двигатель АИ-8. Постараюсь сделать кое-какую небольшую локальную разборку, посмотреть на состояние агрегатов, попробую проанализировать конструкцию тех или иных узлов и попробуем разобраться, как же его все-таки запускать. Потому что обратите внимание, как много здесь всяких агрегатов, необходимых для запуска. Итак, с чего ж начать? Ну, для начала немножечко технической информации. Изначально этот агрегат представлял собой вспомогательную силовую установку, которая могла вырабатывать аж целых 60 киловатт энергии. Но, к сожалению, сама генераторная часть у меня отсутствует. Она должна была располагаться где-то вот здесь. А у меня осталась только газогенераторная часть. То есть вот это. А вот этого у меня нет. Целиком ВСУшка весила 145 килограмм, ну а сейчас я даже и не знаю. По прикидкам килограмм 70, если осталось, это хорошо. Не подниму я его. По очень примерным прикидкам, если установить в заднюю часть сопло, можно получить более 100 килограмм тяги, чем мы и будем в последующем заниматься. Ну а сейчас хотелось бы его немножечко подразобрать и прикинуть, насколько здесь мужские крыльчатки и насколько хорошее состояние агрегатов. Потому что двигатель пока что закрытая книга, есть кое-какие следы отвинчивания деталей. Поэтому надо все проверить, ребят. Штука очень серьезная, обороты большие. Здесь, кстати, на максимуме они достигают 37 тысяч. Что, в общем-то, очень много для таких больших крыльчаток. Но в сравнении с GTD 350, где основная турбина до 45 тысяч вращается, и турбостартером, у которого 55 тысяч, в принципе, 37 тысяч не так уж-то и много, что будет благоприятно сказываться на работе подшипников. Ну что ж, приступим к разборке. Я здесь уже, если честно, немножко подготовился и пооткручивал несколько гаек. Для начала откручу раструб вот этот. Из-за него я, собственно, и не смог опознать этот турбореактивный двигатель. Потому что везде на картинках он без раструба. И, честно говоря, я даже не знаю, на какой летательный аппарат он устанавливался с этим входным устройством. Оно, конечно, очень эпичное, но очень непонятно, для чего нужна именно такая форма с таким адским расширением. Да, кстати, везде сразу поставил меточки. Здесь, там на турбине. Мало ли, вот так выскочит, оп, и обратно не поставишь. Если бы движок ко мне пришел в таком виде, то я бы его быстренько опознал, потому что я пересмотрел абсолютно все имеющиеся ВСУ. Но в таком виде он оказался недосягаем для моего опознания. Да и плюс задней части тоже не хватает. Довольно-таки легкая штука. Есть какой-то непонятный люфтец. Ну, судя по чертежу, вал здесь состоит из двух частей. Видимо, люфтит на шлицах. Чтобы заценить, какая здесь крыльчатка, нужно снять наружный корпус. Так, осталось лишь немножечко поддеть. Для поддевания использую специальную остро заточенную отвертку. В таких вещах очень важна аккуратность. Нельзя перекашивать корпус. Иначе вот это коричневое покрытие, оно очень мягкое и оно обламывается внутри, высыпается, и потом плохой зазор на крыльчатке. Вот видите, я чуть-чуть наклонил корпус, и оно уже не вращается. Поэтому надо с другой стороны постепенно снимать очень аккуратно. Можно сказать, ювелирно. Без перекосов. Так, вот здесь агрегатик надо приподнять. Так. И мы посмотрим. О,
Вот это мне уже нравится. Какая мужская крыльчатка, а? Столь больших до сего момента я еще не видел. Хотя есть гораздо больше. Все-таки это ВСУ. Но бывают также и маршевые двигатели с центробежной крыльчаткой. Такой, например, стоит на самолете МиГ-15. Двигатель называется ВК-1. Там крыльчатка просто исполинских размеров. И забор даже воздуха идет не только спереди, но и с обратной стороны. Там по-хитрому все устроено. Но я, ребят, пока что, к сожалению, к моему стыду, максимально что видел, это вот такую центробежную крыльчатку. До этого у меня был лишь турбостартер. Это тоже довольно-таки большая, но обратите внимание, насколько меньше. Все-таки есть потенциал у движка, как я посмотрю. Не ожидал я, что у нее именно такой большой наружный диаметр будет. Потому что вход немножко больше, а наружный прям вообще класс. Да, ну и раз пока мы с вами общаемся за крыльчатки, хочется задать вам еще один маленький вопросик. Вот посмотрите внимательно, как здесь расходятся лучи. Вертикально, под углом 90 градусов. Сейчас же мода такая, что лучи на крыльчатках, они как бы плавный переход имеют, серповидную такую область, и более плавно, как я понимаю, должен сходить воздушный поток. Такие крыльчатки применяются в турбонаддувах в компрессорной части. Ну а теперь, собственно, сам вопрос, для чего же здесь сделано именно так? И вообще на огромных движках, на больших, тоже имеются прямые лучи, без всяких закруглений. То ли сложно сделать, то ли здесь другая система. Видите, например, здесь у меня спрямляющий аппарат в бок как бы уходит, а потом идут прямые лопатки. А здесь имеется пустое пространство, а потом лопаточки вот так вот идут. Ну, в общем-то, в турбостартере ТС-21 была точно такая же система. Очень интересно, насколько было бы круче, если бы здесь стояла современная большая крыльчатка. Ибо авиамодельные турбореактивные двигатели имеют соотношение тяги к весу до 10. Здесь же при самом лучшем раскладе, может быть 1,5 соотношения тяги к весу. То есть вес у нее 70, а тяга может быть около 100-110 килограмм. И больше почему-то такое чувство, что их нельзя раскачивать. Читая любые характеристики, все время сталкиваюсь с интересными цифрами, что обороты буквально на пределе у любого авиационного агрегата, и более чем на 500 оборотов в минуту нельзя повышать. То есть непонятно, то ли из-за превышения начнет уже что-то вытягиваться, например, лопатки, то ли температура чрезмерно повысится и начнет все прогорать. До сих пор не могу с этим разобраться, хотя хотелось бы даже турбостартер, вот этот, который здесь лежит, раскачать хотя бы килограмм до 100 тяги. Все-таки он весит под 40 килограмм. Я уже не прошу с него 400 килограмм. Хотя бы 2 своих веса, хотя бы 80. А здесь по таким размерам, по такой массе, я опять же 700 килограмм с него не попрошу. Хотя бы 150 уже было бы как-то серьезно. Но нет, штуковина тяжелая, штуковина большая. Надежная, я так думаю, но мощности относительно веса очень мало у нее. Так, давайте теперь рассмотрим колпак. Все-таки нарушено покрытие, герметизирующее крыльчатку. Видно, что рядом с антипомпажными отверстиями больше вылетело. И вот здесь цепляло. В этом месте. Тут вроде бы как все нормально. Я при разборке сильно не зацепил. То есть в местах касания просто следы, никаких углублений. Это легко прирабатываемое покрытие, друзья. Когда собирается двигатель, он делается с минимальными зазорами. И когда он раскручивается, крыльчатка как бы стачивает. Потому что она при оборотах немножко расширяется, немножко тепловые зазоры уходят. Опять же, валы нагреваются, подшипники, все это расширяется. И все должно прирабатываться. При этом алюминий крыльчатки не должен стачиваться. Стачиваться должно именно вот это покрытие. На одном из турбостартеров оно было, на втором вообще не было. То есть не удосужились его туда применить. Вот эти отверстия антипомпажные, они входят в полость
внутреннюю. То есть здесь выхода никакого нет нигде. Просто внутри свободный объем. Благодаря этому двигатель сопротивляется помпажу. То есть любые вот эти вот вибрации воздушные, они гасятся. Очень сильно мне не нравится состояние гайки на крыльчатке. Опять же, такое чувство, что она откручивалась. Не наблюдается отгибов контровочной шайбы. По всей видимости, она раскручивалась. И сами понимаете, если что-то не так установлено, то это грозит вибрациями. Поэтому я очень не люблю любого вмешательства во вращающуюся часть турбореактивного двигателя. Даже если это делаю я сам. По-любому я нарушу балансировку. Это 100%. Вопрос, как она будет дальше работать, более-менее сносно или совсем плохо, это другой вопрос. На таких движках оно, по идее, нормально должно быть. Но, тем не менее, даже если провернулся немножко подшипник, одно из колец имеет другое позиционирование, то все, баланс будет нарушен. Ибо балансировка производится окончательная уже в полностью собранном виде. Тщательно промыл ее, и теперь она выглядит как новая. Может быть, она и есть новая? Компрессорная крыльчатка изготовлена из двух частей. Здесь есть воздухозабирающая часть и центробежная часть, которая, собственно, сжимает. Это захватывает, а далее идет сжатие. Точно не помню, но вроде бы где-то видел, что степень повышения давления здесь 3-3,5 единицы. То есть до 3,5 бар повышает давление вот такая вот гигантская крыльчатка. Немножко напрягся, и так как гайка была не до конца закручена, я вот этим полотном, вставляя в паз, открутил ее. Гайка с обычной правой резьбой. Здесь есть отметины, которые показывают, до какой степени нужно ее тянуть. Пару-тройку миллиметров не дотянули. Такое чувство, что это просто заглушка была, а гайка там внутри. Ну вот надо посмотреть, как там с той гайкой, что внутри дела обстоят. Надо вытащить. И надо пометить его сразу. На всякий случай. На тот случай, а вдруг здесь не нарушена балансировка. Оп. Ну что мы тут видим? А мы тут видим, что и здесь, по-моему, откручивалось. Вот же ж, блин. За что такая боль? Это что мне теперь делать? Тоже откручивать, потом закручивать? Или поверить на слово, что все здесь хорошо? Следы откручивания от ключа. Вот рисочка. Она должна совпадать. Ну, в общем-то, делаю вывод, что она совпадает, потому что она на одном уровне со шпоночным отверстием. Почему я не доверяю так все время, ребят? Вроде все нормально здесь. Ну, а вот и обнаружились следы балансировки. Они внутри кока. Снаружи он, то есть, весь такой гладенький, чистенький, красивенький, ровненький. А внутри часть металла отсутствует. Здесь очень много мяса, он весь тяжелый. Толстый алюминий, здесь здесь миллиметров 10 где-то. И внутри выбрано, ну, пару грамм точно, я так думаю. Видите? Теперь нужно его будет поставить той же стороной обратно. Здесь нет никаких следов, кроме тех, что я пометил. А поставить нужно его очень четко. Только-только пришла в голову идея, глядя на эту идеальную крыльчатку и на вот это безобразие. То есть, судя по всему, здесь пролетали просто какие-то камни сквозь нее. Видно сбоку, прям под углом. Выщерблены гигантские. И что-то мне подсказывает, друзья, что эта крыльчатка менялась. Не просто так здесь все разбиралось. Видно, поменяли ее на новую. Уж очень она чистая была. Я ее, конечно, подпомыл немного, но тем не менее. Она была похожа на новую. И здесь нет никаких следов. Никаких задиров, ничего, никаких вмятин. Абсолютно гладкая, ровная крыльчаточка. Так что как-то так. Я думаю, не просто так здесь разбирали. Разбирали сознанием дела и поменяли качественно. То, что здесь балансировка непонятно в какую сторону ставится. Ну, в общем, облегчает ситуацию, что здесь всего два положения. Можно так поставить. Если будут вибрации, можно перевернуть, здесь все быстро меняется, и поставить в обратку. Вибрации должны будут уйти.
Хорошие новости, разбираем дальше. Попробуем снять турбину. Гаечки все побитые какие-то. Видимо, изначально было очень сильно затянуто и откручивали с помощью зубила. Забоины, конечно, сумасшедшие. Но на скорость это не влияет, а потому поставим их обратно потом при сборке. Все гайки откручены, но турбинка, естественно, все еще жестко здесь сидит. Я даже не знаю, если честно, можно ли ее извлечь, не повредив. Снял последних два винтика, и сопловой аппарат начал проворачиваться. Но, как мы можем заметить, ребят, есть вот какая-то посыпуха летит оттуда, какая-то пыль, грязь. Но сам сопловой аппарат не снимается, мешает турбина. Как я только не пытался, но турбинку извлечь не получается, ребят. Один из подписчиков писал, что есть где-то какой-то стопор, на который можно нажать и разъединить эти два вала. Только вот непонятно, в какой момент это нужно делать. Потому что какой-либо документации, описывающей этот процесс, у меня нет. И куда нажимать, тоже непонятно. Я сначала думал, вот там есть некое отверстие. Оказалось, что это резьба. Ну и в общем, оно не глубокое. Нажимать там нечего. Есть еще вот такие непонятные заглушенные нюансы. Возможно, если открутить, то будет куда нажать, чтобы отжать. А может быть, подписчик просто так написал, предположив. То есть сотни комментариев, кто его знает, как это было написано, сознанием дела или просто так, с предположением. Ну, такое предположить, конечно, ванговать сложно. Но, тем не менее, бывает всякое, ребят. Бывает, что подписчики меня сознательно на путь неистинный направляют. Поэтому приходится всякие такие моменты учитывать и фильтровать. Ладно, раз не получается, мы пока продолжим разбираться и смотреть остальные агрегаты. Потому что здесь главный принцип — это не навредить. Предварительное изучение документации показало, что масляный насос у нас находится вот здесь. Он центробежного типа и очень сильно хотелось бы посмотреть, как выглядит. Обычно масляные насосы шестеренчатые. Отсоединяем. Что мы видим? Внутри довольно-таки чисто. Есть, правда, немножко грязи, но это, возможно, нападало при рассоединении. Видно, есть крыльчаточка центробежная. Под низом должна быть вторая ступень, которая служит для откачивания масла. Это нагнетающая ступень. И, собственно, вот он всас. Сюда масло подается с бака, нагнетается в двигатель, там оно как-то по двигателю проходит. Здесь внутри стоит система перепускных клапанов, которые под определенным давлением открываются. А вторым рядом идет откачивающая крыльчатка. За один оборот основного ротора крыльчатка совершает тоже примерно один оборот. То есть, соответственно, получается рабочие обороты где-то около 37 тысяч оборотов в минуту у нее. Вот тогда, ничего себе. Интересно, как масло успевает попадать в двигатель. Кстати, выяснилось, что на вход масляной, так и топливной системы жидкости должны подаваться уже под каким-то неким небольшим давлением. Около 1 атмосферы, то есть должны стоять отдельные насосы для этого дела. И тогда все будет прекрасно работать. Иначе с подачей могут быть проблемы. Само оно, скорее всего, не засосет. Сразу могу отметить, что на крыльчаточке контровки не сбиты. Соответственно, эта система не разбиралась. Значит, и я не буду ее дальше разбирать. Ограничимся тем, что есть. Ограничимся тем, что я понял, как это все здесь работает и как взаимодействует. Открутил пару винтиков, чтобы проверить состояние фильтра. Вижу прекрасное состояние. И никаких следов загрязнений не обнаружено. Супер. Значит, собираем обратно. Вообще чистенько все внутри. Все прекрасно. Вообще, конечно, мое почтение тем, кто писал эти инструкции по устройству и по эксплуатации. Ну, даже имея их на руках, до конца непонятно, как здесь все это дело работает. По идее, масло, которое поступает в двигатель, должно фильтроваться. Здесь непонятно, как все реализовано. Такое чувство, что вот этот фильтр, он стоит именно на выходе после этого маленького газотурбинного двигателя.
А хотелось бы, чтобы было наоборот. Это коричневая трубка, выходной канал маслооткачивающей секции. То есть получается, уже после того, как масло отработает, оно попадает в фильтр. Хотя по всем правилам масло после фильтра должно попадать в двигатель. А после оно уже может как бы и не фильтрованное быть. Идти дальше по системе, сливаться куда-то в маслобак и дальше опять идти на масляный насос. Это очень странно реализовано, я бы сделал по-другому. Ну работало же как-то. Думаю, у меня будет работать, никуда не денется. Ну что ж, с маслом вроде бы разобрались, закрутил все обратно, хорошенечко протянул. Теперь можно ознакомиться с топливной системой. Топливный насос основной, он тоже центробежного типа. При этом он создает давление до 20 атмосфер. В общем, нужно сейчас докопаться до него, перевернуть движок и разобрать, посмотреть на крыльчатку. Такой насос я буду изучать впервые, поэтому очень волнуюсь и очень интересно. Так, вот он родной, вот он. Здесь у нас тоже все контровки сорваны. А насчет насоса непонятно, вскрывался или нет, ну сейчас узнаем. Очень интересно. Я надеюсь, что здесь установлена обычная прокладка, потому что иногда бывают свинцовые стоят, либо оловянные, ну в общем с какого-то мягкого металла. Как раз таки вот в насосах большого давления. И потом, естественно, повторить такое не так-то просто. Приходится делать по-своему. Но я по-любому должен понять, докопаться до истины, посмотреть, что там внутри. Поэтому, естественно, разбираем, ребята. Мы должны узнать, да и вообще не имею я права не показать вам центробежный насос высокого давления. Это очень интересный агрегат. Возможно, он вращается с удвоенными оборотами. Очень крепенько сидит. Чувствую, что все-таки прокладка тут необычная будет. Очень плотно сидит. Могу сказать, с 90% гарантией насос не разбирался. Я залезу в него впервые. Не, боюсь, тут прокладок никаких нет. Это очень хорошо. Здесь немножко по-другому сделано. Тут резиновое кольцо. Вот все бы так делали. А то понапридумывают всякой ерунды. А потом мучайся. Так, надо ж не забыть пометить. Хоп только. И снялось. Так, видно бронзовую втулочку сразу. Присутствует подача жидкости под большим давлением в подшипниковую опору. Получается, забирается где-то с середины, то есть давление половинчатое идет на смазку. Ну, как я это себе представляю. То есть, если, допустим, насос 20 атмосфер выдает, то на смазку идет 10 атмосфер. Ну и вот сама крыльчатка центробежная. Кстати, здесь довольно-таки чисто. Ну, вот это какой-то такой минимальный рыжий налет. Это осадок просто, он мягкий. Подшипниковая опора, она сухая абсолютно. Интересно, крыльчатка вытаскивается или нет? Ой, не зря ли я это сделал? Не, наверное, вот блин. Кто ж думал, что так будет, а? Так, ладно, вставим обратно. Все вроде бы вращается, ребят. Вот смотрите, делаю один оборот. И крыльчатка тоже делает один оборот. Получается, чтобы добиться 20 атмосфер давления, нужно крутить ее 37 тысяч оборотов в минуту. В принципе, точно так же, как на масляном насосе. Только здесь такое чувство, что она гораздо больше. Крыльчаточка эта. Да, интересно, интересно. Все сопрягается хорошенечко. Все притерто. Здесь нужно будет подшабрить, там, где я отверточкой ковырял. И закрепить обратно. Через вот это кольцо, естественно, топливо проходить не будет. Интересная система, конечно. Еще одно отверстие для смазки подшипника, опять же, как я понимаю. Ну, в общем-то, как-то так. Там внутри есть шестереночка, которая его вращает. То есть тут вокруг идет такой привод агрегатов. В местах вращения подшипника есть отметины, но они не глубокие. То есть выработки фактически нет. Снизу, в общем-то, тоже. А вот здесь
Есть какие-то странные полосочки, похожие на выработку. Ну, что ж делать? Куда ж без нее? Придется смириться. Я думаю, все будет прекрасно работать. Главное, чтобы была жидкость, была смазочка и бешеные оборотики. Все, сейчас подмажу, и можно собирать его обратно. Посмотрим, из чего состоит шестеренчатый насос предварительной подачи топлива. Нет, ну согласитесь, топливный насос на 20 атмосфер — это очень круто. Перевертаем его немножечко. Так вроде бы пока не на полу, его и поднять можно. Электростартер такой вы уже видели, хотя, конечно, хотелось бы посмотреть повнимательнее, каково его состояние. Но я думаю, он прекрасно будет работать, штука надежная. Непонятно лишь одно. Почему, когда я вращаю двигатель, этот подшипник не вращается? Возможно, он входит в зацепление только когда работает электростартер. Сейчас мы это и проверим. Подключаю все низковольтным источником питания, чтобы избежать излишнего искрения. Оно не подключается. Умерла, что ли, батарея? Что-то я не понял. Да. Батарея умерла. Так, а что же с ней случилось? Вот ее разорвало. Ну все, можно выкинуть ее на помоечку. Жаль. Провода забираются. А бата на помоечку. Берем новенькую. Видно, произошло зацепление, и подшипничек начал вращаться. Мои предположения оказались верные. Следующий шаг. Снимем крышку и посмотрим на насос. Очень интересно увидеть шестерни. Оценить, каких они размеров. Вангую, что будут очень маленькие. Такие буквально не больше 10 мм в диаметре. Ну а там посмотрим. Пусковой топливный насос нужен для того, чтобы обеспечить первоначальное давление, так как центробежный пока сильно не раскрутится, не обладает хорошими характеристиками по расходу и по давлению. Этот же зависит от стартера и через редуктор, получается, имеет повышенные обороты относительно того насоса. Соответственно, можно больше получить с него расхода и давления. Дополнительные винтики под отвертку. Неожиданно. Здесь есть редукционный клапан, который сбрасывает давление, если оно больше 4 атмосфер. Вижу, что не угадал я, ребят. Обратите внимание, шестерни вообще-то довольно-таки большие. Я бы даже сказал, огромные. При подключении электростартера они должны вращаться. Все прекрасно, все вращается. Значит, топливоподача у нас будет. Очень странно, но здесь присутствует масло. Хотя, по идее, должен подаваться чистый керосин, и он высыхает, не оставляет никаких следов. Здесь тоже есть маслице. Обратите внимание, подшипнички скольжения из бериллиевой бронзы. И еще обратите внимание, как производится фиксация от проворота. Видите, ввертыш какой-то, либо просто забит чоп. И теперь никогда не провернется здесь. Двумя насосами и всеми форсунками, в том числе и форсункой запуска, управляет аппарат топливопитания. Вот он как выглядит. Видно, что от него отходят трубки. Здесь, кстати, опять же, один штуцерок отсутствует. И предстоит разобраться, что это такое. Здесь заглушено колпачками, с помощью которых можно настраивать этот двигатель, делать тонкие регулировки. Снизу, кстати, тоже аналогичные вещи. Куча трубок. Разбирать я его не буду, ребят, потому что это чревато последствиями. Ну, в принципе, тут особо смотреть нечего. Здесь клапана с пружинками. Больше ничего. Ну и, кстати, есть еще один мощный клапан запорный. Вот его катушка.
Чтобы увидеть, что будет дальше, друзья, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Незамедлительно бейте в колокол, ибо без вашего колокола развитие турбореактивной тяги не видать, как собственных ушей. Так что надеюсь на вас, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.